Это панно я буквально достала из мусорного ведра. Ну, почти. Эту кожуру сейчас превратим в каменный розовый куст в технике терра. В этой технике используется природный материал, семена деревьев, сухие растения, плоды, ракушки, корни, шишки. Сегодня буду использовать зимние фрукты. Мандарины, апельсины, бананы. Вернее, не сами фрукты, а то, что мы обычно выбрасываем в мусорное ведро. Заготовки необходимо как следует просушить. Естественным способом несколько дней, желательно неделю, а затем в духовке при 70 градусах. Для основы я взяла упаковочный картон. Заварила клейстер из муки и воды. Вы можете использовать гофрокартон, 2-3 заготовки склейте между собой. Если вы располагаете фанерой, ДСП или стеклом, будет еще лучше. Заготовки должны быть очень сухими, до звона. Это очень важно. Основу из картона необходимо защитить от проникновения влаги. Приклеиваю на заготовку фольгу. Плотно оборачиваю и закрепляю скотчем. Сначала планируем композицию и фотографируем ее. Особенность техники терра заключается в том, что материалы вдавливаются в раствор, нанесенный на основу. Слой накладываемого раствора может быть как толстым, так и тонким. Все зависит от того, какой материал вы будете использовать. При желании можно сделать фактурный фон. Или вот такие волны. Используем готовую акриловую шпаклевку, которая продается в ведерке. Оставлю фон каменная стена. Вдавливая крупные элементы, стоит добавить еще шпаклевки. Теперь заготовку снова следует просушить. В этом проекте я использую также сухую гипсовую шпаклевку. В раствор добавляем клей ПВА
для пластичности и избежания трещин. Раствор по густоте, как густая сметана. Аккуратно кисточкой запечатываем все элементы в этот раствор. И снова сушим. Да, подвес стоило сделать до шпаклевки. Когда высохнет, приступаем к тонировке. Окрашивать можно любой краской: гуашь, акварель, краска из баллончика. У меня акриловые краски. Сначала окрашиваю фон. Прокрасить нужно таким образом, чтобы краска попала в нижние слои коллажа. Если краска густая, разведите ее водой. Послойное окрашивание сделает работу более интересной, придаст глубину, обозначит свет и тень. Кроме того, это самый приятный этап работы, некая медитация. Цвета берем от темного к более светлому. Если у вас небольшой выбор, краску можно смешивать с белилами или желтой краской, постепенно осветляя ее. Терра переводится как «земля». Это техника создания коллажей, и она очень-очень разнообразна, из материалов, которые буквально под ногами или в мусорном ведре. А главное, она доступна всем. Глядя на этот арт-объект, вряд ли кто-то догадается, из чего он сделан, и что его цена – несколько ложек шпаклевки. Больше идей в технике Терра на канале, ссылка в описании под видео. Увидимся!